Доброго дня! Меня зовут Ермаков Сергей. Я практикующий психолог, исследователь, поэт, автор и разработчик природно-ориентированной психологии и психотерапии. Если хотите узнать подробнее, что это такое, в описании к видео есть ссылка. Обязательно переходите и посмотрите. Подписывайтесь, кстати, на мой канал. Здесь будет интересно. Сегодня поговорим о том, как происходит и за счет чего формируется искажение восприятия себя, окружающего мира и взаимодействия с собой и окружающим миром. Рассмотрим данную проблематику на примере распространенного стереотипа о снижении веса, который звучит примерно следующим образом. Чтобы похудеть, нужно пить 2 литра воды в день, тогда будешь меньше есть, ну и, соответственно, терять вес и худеть. Начнем разговор вот с какого уточнения. Потребности – это то, что человеку нужно, чтобы восполнить имеющийся дефицит. Потребности бывают самыми разными, потому что и дефицит у человека может быть в чем угодно, но для наглядности и в качестве примера остановимся на голоде и жажде. Голод – это физиологическая потребность в еде, тогда как жажда – физиологическая потребность в воде. Каждый из нас множество раз ощущал эти состояния в той или иной степени, поэтому каждый с уверенностью может подтвердить, что это разные ощущения, характеризующиеся совершенно разными состояниями и внутренними позывами, которые диктует организм. Возвращаясь к упомянутому ранее стереотипу про снижение веса. Его логика в том, что увеличение потребления воды ведет к снижению потребления еды. Логика эта фундаментально неверная. Невозможно снизить аппетит путем увеличения потребления воды, потому что голод и жажда – это разные состояния попросту. Единственный результат, который может быть достигнут при гипергидрации, это критическое увеличение нагрузки на почки, что при длительном воздействии приведет к снижению почечной функции вплоть до полного их отказа. Плюс может проявляться отечность рук, ног, лица, а также уязвимость к инфекциям. Вывод-то здесь простой. Невозможно, да и не нужно пытаться еду заменять водой. Замечу, что советчики подобных мер не предлагают делать обратного, то есть не предлагают воду заменять едой. Ну, что-то вроде, если хочешь пить, а воды нет, просто съешь кусок рыбы и все будет нормально. Таких рекомендаций не бывает вот ровно потому, что голод и жажда – разные состояния, и они не являются взаимозаменяемыми. Но с жаждой и голодом это просто такой наглядный пример. Но все то же самое в полной мере справедливо с любой другой потребностью. Общая логика проста. Нельзя одну потребность заменить другой. И нельзя здесь это не в смысле чьего-то запрета, например, моего, а в смысле фундаментальной невозможности сделать это. Так, если у человека есть потребность в любви, то ее нельзя, не получится заменить той же едой или спортом, или книгой, или другом, как и алкоголем, наркотиками или агрессией. А что будет, что бывает, если попытаться? Это все очень просто. Вместо восполнения дефицита там, где он есть, будет накапливаться избыток там, где все было нормально и всего было достаточно. А избыточность столь же вредна для организма, как системы, как и дефицит. И именно попытки подменить одну потребность другой ведут к появлению психологических, ну и физиологических, в том числе, проблематик. Ситуация еще усугубляется тем, что люди крайне плохо умеют дифференцировать свои потребности, а потому вместо сознательного восполнения дефицита формируют искажения за счет создания избытка. Ну и причина тому отсутствие навыка контакта со своим телом. Ну что же делать тогда? Ответ сколь просто прозвучит, столь и непросто реализуем. Нужно осваивать навык контакта со своим телом, при помощи которого учиться дифференцировать свои потребности, а в итоге восполнять дефицит именно там, где это нужно, не создавая проблем там, где все хорошо. Развитие навыка контакта с телом и всех его преимуществ – масштабная исследовательская задача.
Много чего можно сделать и самостоятельно, если захотеть. Но, разумеется, чтобы сразу начать все делать безопасно и эффективно, имеет смысл начать с работы с психологом. Понятное дело, с тем психологом, который знает, как и умеет работать с телом и через тело. Это потребует времени, потому что залог навыка – это практика. Однако качество жизни стоит затраченных усилий. В завершении скажу, что искажения в восприятии себя, мира, отношений с собой и с миром начинаются вот ровно тогда, когда человек не слышит себя, то есть не распознает свои потребности, занимаясь их компенсацией и получая лишь новые издержки и новый дискомфорт. В рассматриваемом нами примере, чтобы снизить вес, нужно, вот помимо прочих факторов, которых мы вообще не касались, корректировать нужно наполнение системы питания, например, а не увеличивать потребление воды в надежде, что чем больше пьешь, тем меньше хочется есть. Но потребность мало выделить, ее еще нужно научиться эффективно удовлетворять. Все это вместе комплексный навык, связанный с настройкой всего пространства жизни. Я его называю создание индивидуальной системы адаптации к среде. Можно научиться жить, не искажая себя, людей вокруг и отношений с собой, с людьми. Это труд, да, но это реально. Согласитесь, мало что может быть интереснее, чем изучать и настраивать себя и свою жизнь. Что ж, вот на этом сегодня будем наш разговор завершать. Я благодарю всех, кто досмотрел видео до конца, и напомню, что если вам необходима психологическая помощь, обращайтесь. У меня обширный опыт успешной работы с самыми разнообразными психологическими проблематиками. Ну а под этим видео вы найдете несколько полезных ссылок обо мне, а я желаю вам всего наилучшего и говорю до встречи!